Доброе утро, дорогие телезрители! Меня зовут Сталик Ханкишиев. Это программа о вкусной и здоровой пище. Мы сегодня с вами будем готовить такое, что сердце при одном названии бьется учащенно. Беляши! С местом рождения мне очень повезло. Ну, сами подумайте, где еще можно было научиться блюдам узбекским, русским, татарским, крымско-татарским, немецким, корейским и так далее. Вы не представляете себе, люди каких только национальностей не жили в родной мне Фергане. И казанских татар было более чем достаточно. Может быть, поэтому у нас в Фергане были очень популярными и крымско-татарские чебуреки, и казанско-татарские беляши. Я думаю, что нынешнее поколение жителей Ферганы уже считает эти блюда узбекскими. Да и правильно делают. По сути дела, в Татарстане это блюдо называют не беляши. Его называют перемящ. Очень вкусное, прямо лоснящееся от масла и жира слово. Но слово «балиш» в татарском лексиконе тоже присутствует. В виде вак-балиш, зор-балиш. Ох, я когда-нибудь еще доберусь до татарской кухни. Уж я вам покажу. А пока что на килограмм муки я взял пачку сухих дрожжей, рассчитанную как раз на 1 килограмм муки. Взял столовую ложку сахара, с сахаром лучше, не спорьте со мной, и чайную ложечку соли. Сахар, дрожжи и муку слегка перемешать, размешать. И теперь в лунку из муки я вливаю пол-литра кефира. Поверх кефира одно яйцо. Одного яйца достаточно. По рецепту полагается еще примерно 100-150 мл воды. Чтоб кувшинчик мыть легче было, ополоснем и сюда же воду. Также в тесто, особенно если это хорошее домашнее тесто, полагается добавить грамм 100 топленого масла. И тесто будет не липкое, и аромат от теста будет идти очень хороший. Начинаем замешивать тесто. Сначала лопаткой. А потом руками. Люди, которые часто пекут, знают, что пропорция теста величина переменная, потому что все зависит от муки. Поэтому держите на столе немного муки про запас, либо стаканчик молока. Мало ли чего придется добавить. Тесто необходимо обмазать растительным маслом со всех сторон. Не только сверху, но и с боков. Тесто не должно прилипать к миске. Оно должно скользить по миске, когда будет подниматься. Миска не должна тормозить его развитие. Накрываем крышкой и ждем. Впрочем, нам следует приготовить еще и фарш. Мясной фарш. Пока поднимается тесто, пока оно подходит, самое время заняться фаршем. 1 килограмм мяса, можно брать любое, можно брать баранину, говядину, но желательно, чтобы мясо было достаточно жирным. У меня мясо постное, поэтому я добавил 300 граммов курдючного сала. Можно добавить любого другого, кто какое ест. Фарш прокручиваем через мелкую решетку. Так получится сочнее. Можно, конечно, попробовать приготовить фарш и более постный. Можно приготовить фарш с меньшим количеством лука. Но поверьте, эти пропорции выверены временем. Мы готовим так уже очень много лет. И наши беляши, чебуреки, все вот эти изделия из теста, мяса и лука получаются очень вкусными. Также я прошу обратить внимание, что мясо у нас очень чистое, практически без пленок и без жил. Фарш получается нежным. Ну вот и все. А теперь перчатку на руку, потому что фарш необходимо вымесить. На килограмм мяса, обратите внимание, я всегда считаю по количеству самого мяса, а не фарша в целом. Так вот, на килограмм мякоти ровно 1 ложка соли. Можно сказать, что без горки. Вот так. А еще хотя бы половину столовой ложки черного перца. Ну, поверьте, без перца не то.
Теперь все тщательно перемешать, чтобы получился однородный, очень сочный фарш. Когда готовите какие-то изделия с фаршем, имейте в виду, что фарш должен настояться. Он должен простоять хотя бы минут 30-40. Ну, сами подумайте. Мясо, соль, перец и лук. По сути дела, мясо в фарше маринуется. Фарш настоялся, и тесто подошло. Посмотрите, как подошло. Да ему ведь еще раз предстоит подойти после того, как мы разделим его на комки. Вот сейчас я только руки смажу маслом, заодно и стол смажу, потому что беляши не катают скалкой и не подпыляют стол мукой. Нет, дальше работаем только с маслом. На тесто у нас пошло 1 килограмм муки. На тесто у нас пошло 500 грамм кефира, 100 грамм сливочного масла, 100 грамм молока, 1 яйцо. Всего теста получилось примерно 1 килограмм 750 грамм. Если разделить его примерно на 16 частей, то комочки теста должны получиться граммов по 110. Я думаю, вот такие. Но теперь, прежде чем их уложить на стол и заставить подходить, их надо сначала скатать. Им необходимо придать правильную шарообразную форму. Вот так. Пусть стоит и подходит. Начинаем слева направо. Руки в масле, и все получается очень просто. Я натягиваю верхнюю часть теста, делаю ее ровненькой, гладенькой, а потом складываю тесто как бы в грибочек, поджимаю его вот здесь пальцами и дальше скатываю шарик. Пусть не остывают, пусть не подсыхают, пусть подходят под листиком целлофана. Продолжаем. Классически то, что в Татарстане называют перемящ, и то, что по всему бывшему Советскому Союзу называется беляши, жарят в масле. И знаете, не просто на сковородке с маслом, а хорошо бы, чтобы беляши просто плавали в масле. Но точно такое же изделие можно испечь в духовке, и тогда оно будет называться вак-балиш. А вот если приготовить большой пирог, из такого же примерно фарша, из такого же примерно теста, то это будет называться зор-балиш. Есть еще эчмачмак, но это уже совсем другая история. Мне сейчас некогда об этом говорить. Мне бы беляши слепить, да масло в казан не забыть налить, чтобы разогрелось. Ну вот, я собирался испечь 16 беляшей, а у меня тесто разделилось ровно на 12. Ну что поделать, такая натура. Уж если котлета, так котлета, а балиш, беляш, так беляш. Мне удобнее жарить беляши в казане. Некоторые жарят на плоских сковородках. Знаете, на плоскую сковородку масло больше придется наливать. Ведь нехорошо, когда беляш лежит на раскаленном металле. Он должен плавать в масле. И нехорошо, когда бока у беляша остаются белыми, потому что к маслу он прикасался только низом. Целая бутылка масла. Налейте так, чтобы беляши у вас плавали. Имейте в виду еще одно, что масло должно как следует разогреться. На это может уйти минут 10-15. Мы как раз успеем слепить первые беляши. Посмотрите, как подошел первый комочек теста. Просто в 1,5 раза увеличился. Смазываем маслом стол, кладем его гладкой ровной стороной к низу, а вот эту не очень ровную сторону разминаем, придавая ему что-то вроде формы узбекской лепешки. Знаете, сколько фарша сюда поместится? Да все 100 грамм. Но обычно кладут вот столько, столовую ложку. Однако у нас беляши необычные. У нас беляши очень большие, поэтому 2 столовые ложки фарша будет хорошо. Будет в самый раз. Вот кто как говорит. Некоторые лепят беляши, не оставляя сверху дырочки. Некоторые оставляют. А я хочу показать вам наш семейный способ лепки беляшей. Вот пусть он здесь полежит, подойдет еще немного. И 2 ложки фарша. Только не надо думать, что чем больше фарша внутри беляша, тем он вкуснее. Нет, самый вкусный беляш – это тот, в котором правильная пропорция между тестом
и фаршем. А так, ну кто хочет поесть жареного фарша, ради бога, есть же для этого котлеты, нажарьте котлет. А беляши – это для тех, кто умеет и любит работать на кухне, кто не ленится поработать руками, кто не ленится замесить тесто, а в результате ест еще вкуснее, чем тот, кто ест одно только мясо. Масло должно быть разогретым градусов до 180. Я не знаю, как вы будете это измерять примерно, но хорошо бы к обычному растительному маслу добавить какого-то животного жира. Вот здесь у меня перетопленный говяжий жир. Я хочу показать вам, какой он консистенции. Вы посмотрите, как мороженое. И тает прямо в руках. Поэтому, когда покупаете мясо, не пренебрегайте жирным мясом. Жир всегда можно перетопить. Всегда смесь для фритюра, которая у меня сейчас образуется в казане, можно использовать несколько раз. Но в масле, которое смешано с жиром, что чебуреки, что беляши, что любые другие изделия из жареного теста получаются невероятно вкусными. А если кто-то думает, что из-за такого количества жира и беляши получатся жирнее, он ошибается. Но мы об этом еще поговорим. А сейчас нам пора дырочки в беляшах делать. Я только что говорил вам, что многие, когда формируют беляш, не залепляют края до конца, оставляют небольшое отверстие. Я объясню, зачем это необходимо. Ну, во-первых, фарш очень сочный, очень влажный. Если фарш закипит, пар может разорвать беляш. А когда в беляше есть небольшое аккуратненькое отверстие, пар отсюда и выйдет. Кроме того, я видел, как очень многие люди, которые хорошо умеют готовить, доливают в это отверстие немного того масла, либо жира, на котором жарится беляш. Таким образом, фарш внутри беляша прожаривается гораздо лучше. А об этом стоило бы позаботиться, особенно тогда, когда беляши вот такие, гигантские, для пацанов, которые набегались, в футбол наигрались, борьбой занимались вдоволь. И им потом калории только подавай. А дети должны расти крепкими, здоровыми. Они должны получать хорошее питание. Видите, как разогрето масло? Легкий светлый дымок. Можно начинать жарить беляши. Посмотрите, как он разбух. Посмотрите, какой огромный получился у нас беляш. Опускать надо дырочкой вниз. Многие беспокоятся, мол, не выпадет ли фарш сквозь дырочку. Вспоминаем физику, законы природы. Фарш влажный, соприкасаясь с очень горячим маслом, фарш вскипает, и там образуется пузырек пара. И этот пузырек пара удерживает фарш, не дает ему никак упасть. Кажется, пора переворачивать. Вот он какой, золотой беляш. А вот теперь самое время, как учила меня моя бабушка, залить в дырочку понемножку масла. Посмотрите, что происходит. Я заливаю в беляши раскаленное масло, фарш вскипает и выплевывает масло оттуда. При этом фарш прожаривается. Прожаривается очень хорошо. Уж поверьте моему опыту. Беляши, чебуреки, всевозможные пончики. Все это тесто, жареное в масле, необыкновенно нравилось мне в детстве. Я очень любил такие изделия в детстве. И сейчас тоже люблю. Но если бы, когда я был молодой, я бы съел 2 или 3 таких беляша, то сейчас мне, пожалуй, что хватит одного. Либо 3 напополам с женой разделим. Потому что каждый беляш у нас весит чуть менее 200 грамм. Сейчас многие меня могут спросить: Сталик, как же так? Ведь было больше 100 граммов теста в каждом беляше. Ведь было почти что 100 граммов фарша в каждом беляше. Куда вес девался? А я вам сейчас расскажу. Посмотрите, видите вот эти пузырьки вокруг теста? Эта влага в тесте вскипает и выходит наружу. Это вскипающая влага, эти пузырьки пара как бы отталкивают масло от теста. Вы понимаете? Слышите? Тесто стало хрустящим. Влага из него испарилась. Оно уменьшилось в весе. При этом, если взвесить масло и жир, которым мы жарим беляши с самого начала и до конца, оно практически не уменьшается. Самого масла на беляше совсем немного. А то, что есть, впитает салфетка, на которую мы выкладываем готовые изделия. И еще мясной фарш и тесто. Это вам ничего не напоминает?
Ну, скажем, тот же самый гамбургер. Так вот же, у нас испокон веков были наши российские, ну хорошо, татарские беляши, были русские пирожки, есть узбекская самса, есть манты. У нас есть так много блюд, которые как минимум не хуже ни одного гамбургера, которые мы почему-то в общепите не используем. При этом я хочу сказать, что беляши для общепита очень выгодное изделие. Потому что на самом деле фарша, конечно, можно было бы положить и поменьше. Это я уж размахнулся рукой. А получается очень сытная, очень вкусная и, более того, удобная еда. Еда, которую можно взять с собой. Вот, скажем, напекла мать беляшей и дает корзинку: отнеси бабушке. Бывает такое? Бывает. Только в сказках. На самом деле все наоборот. Это бабушки, да вот еще есть один дедушка, который напечет беляши, да и отправит внучатам. Ну и детишкам своим, великовозрастным. Торопиться с обжариванием беляшей не надо. Пусть жарятся спокойно. Не надо торопиться их и переворачивать. Пусть получат корочку уверенную. Пусть разбухнут в масле. Вы посмотрите, какими они были. Да ведь и эти, когда я раскладывал комочки с тестом и с фаршем, не соприкасались друг с другом. А теперь вот как они выросли. Вот какие булочки получились. Последние пару беляшей остались. Ну, конечно, не последние. Конечно, напечем еще. Масло, что в казане, пусть сначала остынет. А потом мы его аккуратненько перельем в другую посуду. Пусть постоит. Если отстоится, если образуется какой-то осадок, из той посуды перельем. Впрочем, осадка будет немного. И в следующий раз, когда мы захотим либо чебуреки, либо беляши, мы просто добавим еще граммов 50 или 100 растительного масла, либо жира, для того, чтобы вкуснее получилось. Ну вот и все. Готовы беляши. Полное блюдо нажарил. Всем хватит. Ароматные, золотистые, словно солнышко. Вкусные, сытные. Для ребят, которые должны вырасти богатырями. Приятного аппетита, дорогие друзья! Дорогие друзья, многие знают меня как видеоблогера, как телеведущего, но на самом деле я являюсь автором множества кулинарных книг. Все вот эти книги я написал сам, сфотографировал все фотографии сам, и это, пожалуй, что главный труд моей жизни. Одна из моих самых любимых книг – это книга «Плов. Кулинарное исследование». Эту книгу следует читать немного не так, как остальные книги. Она раскрывается и читается не вот так, а как компьютер, как ноутбук. Вот так. Знаете, для чего это сделано? Дело в том, что кулинарная книга должна жить на кухне. На кухонном столе, как правило, не очень много места. Когда мы разворачиваем книгу вот так, она занимает вот сколько места. А если мы книгу поставили вот так, у стеночки, она занимает место ровно в 2 раза меньше. Вы видите, какого качества эта книга. Видите, сколько труда в нее вложено. Но я хотел бы рассказать о ней немного поподробнее. Здесь очень много теоретических статей, которые объясняют, почему необходимо готовить именно так, почему рис необходимо замачивать, как его промывать, при какой температуре образуется клейстер, крахмальный клейстер, и почему рис становится липким, почему плов становится тяжелым. Эта книга рассказывает о всем многообразии блюда под общим названием плов. Ведь для многих плов – это блюдо, которое готовится в казане, в котором есть непременно мясо, лук, морковка, рис, иногда чеснок, перец, горох, изюм, кто к чему привык. Но на самом деле плов – это очень многогранное блюдо.
Плов можно приготовить с любыми продуктами, если у вас есть рис, вода и масло. А иногда можно приготовить даже и без риса. Можно сам рис заменить какой-то крупой и оставить технологию приготовления плова. Здесь, разумеется, в этой книге очень много рассказано о различных сортах риса. Ведь каждый сорт риса требует своего подхода. Так вот, сколько он пьет воды, сколько времени он должен готовиться, насколько он увеличивается, сколько масла в него наливать, чтобы плов получился в меру жирным. Кстати говоря, о масле, о жирах для приготовления плова здесь рассказывается в целой статье большой. Здесь рассказано о пловах не только с мясом, но, например, и пловах, которые можно приготовить только с грибами, постные пловы. Здесь рассказывается о том, как жарить лук, как жарить морковку, как ее нарезать, эту самую морковку, как меняется рис, что влияет на его рассыпчатость. Книга разделена на 3 главы. Первая глава для начинающих. Начинаешь готовить, вот прямо начиная с первой главы. Не пропускайте рецепты. Каждый рецепт – это как практическое занятие. Прочитал, усвоил, приготовил и получил крепкие, надежные знания. Можно двигаться дальше. Я ручаюсь, что если кто-то в течение, там, не знаю, года, 2, либо даже 3 лет прочитает эту книгу и приготовит по ней все вот эти рецепты поэтапно, этот человек будет готовить плов, не только плов, пловы, намного лучше, чем вы можете попробовать в любом ресторане. Уверяю вас. Все продукты, благодаря тому, что плов стал очень популярным в России, теперь можно купить. И любой рис, любой жир, любой казан, любые необходимые принадлежности, все, что хочешь, есть. Но как раз плов с ревенем. Вот весна, и постоянно все спрашивают, а что сделать с ревенем? Разрос ревень на даче. Я расскажу. Я расскажу о превосходном плове с ревенем, о плове, который готовится не только с мясом, но и, например, с уткой, с курятиной, с рыбой, с чем угодно, с вишней, с айвой, с долмой. Одним словом, весь тот прекрасный мир, который объединяется общим названием плов, в этой книге. Плов – одна из вершин кулинарного творчества Востока. Я от всей души желаю вам успешного покорения этой вершины. Эту книгу, как и любые другие мои книги, можно купить на моем интернет-сайте, в моем интернет-магазине stalik.ru. Все официально, оплачивается официально. Книги отправляются курьерскими службами либо почтой по России, по странам, по большинству стран СНГ и всюду, куда только доходит почта из ближайшего Подмосковья, откуда я шлю вам горячий привет, пожелания крепкого здоровья, хорошего настроения и, конечно же, как всегда, приятного аппетита.